Всем привет! Сегодня я попробую сделать то, чего никогда раньше не делал, и, скорее всего, никогда больше не буду, потому что включенная камера доставляет мне дискомфорт. А попробую я сегодня снять небольшой обзор оборудования. И сподвигло меня на это то, что мне на дегустацию попали две красных коробочки. Одна из них это довольно известная педаль дисторшена Wampler Pinnacle. О ней снято немало подробных видео, где она разобрана вдоль и поперек, в том числе настоящими профи, поэтому туда я лезть не буду. А вот вторая педалька это гораздо более редкий зверь. Это High Gain Harmonix Injector от местного эстонского мелкосерийного производителя педалей и вообще гитарного оборудования Udalov. Сзади скромненько так написано на наклеечке. И для этой педали найти хорошие примеры непросто. В интернете их всего пару-тройку. Весьма впечатляющие примеры на сайте самого производителя, но они записаны с использованием мастеровой гитары и на усилителях его собственного производства, которые отличаются от многих серийных особой линейностью частотных характеристик. Так что условия, можно сказать, не совсем стандартные для многих гитаристов. У меня тоже есть парочка мастеровых гитар и даже усилитель производства Udalov. Похвастался им. Но педальки тестить я буду специально на недорогом оборудовании. В руках у меня очень бюджетная гитара Chord G260, которую я купил, в принципе, честно говоря, исключительно из-за ее внешнего вида, как предмет интерьера. Однако она мне так полюбилась, что в последнее время это, в принципе, мой основной инструмент. Сделал небольшой апдейт, поставил локовые колки, в нек поставил хамбакер от Seymour Duncan, к нему push-pull систему. Однако педали я буду тестить на стоковом бриджевом хамбакере. Шнурки я использую фирмы Fender. Выбрал их за красивые цвета. Видите, зеленый шнурок идет у меня в зеленую педальку, а из красной педальки у меня выходит красненький шнурок. Все по фэншую. И все это идет в усилитель Lani Cub или Cup 12R. Очень дешевый усилитель китайского производства. Однако обратите внимание на наклейку на лицевой панели, которая говорит нам о том, что произведен популярный мод, который заключается в замене стокового динамика на Celestion Vintage 30 и в замене ламп на более качественный. Но это по-прежнему доступный мод и доступный усилитель. Отдельно хочется упомянуть специальный медиатор от фирмы Disney, модель Микки. Очень эргономичная форма. Качественный пластик придает то самое американское роковое звучание. Для теста я постарался подогнать тональные характеристики Wampler максимально близко к характеристикам Udalov. Именно тональные. Потому что у Wampler есть, по сути, параметрическая середина, контур. Я использовал режим Vintage, и контур практически полностью влево. Это дает такое теплое, почти винтажное, серединистое звучание, потому что именно такими характеристиками обладает педаль Udalov. Поэтому сравнивать мы будем не тональные характеристики педали, а характер перегруза, его зерно. Потому что благодаря гибким настройкам тональные характеристики разных педалей, в принципе, можно подогнать под друг друга довольно близко. Поэтому, если вы используете дешевые колонки или наушники-затычки, то разницы толком вы, может быть, и не услышите. С другой стороны, если вы используете дешевые пуколки для прослушивания аудиоматериала, я думаю, вряд ли вы станете интересоваться продукцией Udalov, Wampler, ламповыми усилителями и так далее. Так что, надеюсь, аудио у вас качественное, и вы услышите то же, что услышал я. Играть я буду простую, характерную для меня фразу, которая очень хорошо подчеркивает ту самую разницу, которая важна для меня.
теперь дабл-трек. Если вы услышали то, что услышал я, то заметили, что Удалов звучит более собрано, более сфокусированно, что ли, такой конкретный панч характерный, что при игре рифов, особенно с использованием глушения струн, для меня является однозначным преимуществом. Вамплер звучит более шероховато, что ли, более лохмато, так сказать, что тоже в определенных ситуациях будет однозначно преимуществом. Однако мне, исходя из моих музыкальных предпочтений и стиля игры, Удалов оказался ближе. И еще и цена в 2 раза меньше, поэтому именно Удалов пополнил мою коллекцию педалей. Хотя будут средства, я бы, пожалуй, и вамплеры себе взял. Вот такие настройки использовались при записи. И обратите внимание, что регулятор тона у педали Удалов находится внутри корпуса. И чтобы добраться до него, нужно снять заднюю панель. Не очень удобно, хотя делается, в принципе, один раз. Выставил, закрыл и забыл. Хотя, честно говоря, я бы предпочел, чтобы этот регулятор был немного более доступным. Надеюсь, было полезно. А напоследок пару примеров, как педаль Удалова звучит на лид-партиях в миксе.